Здравствуйте, меня зовут Дмитрий, добро пожаловать на канал DP Labs. Сегодня мы вам расскажем о новой версии часов Апокалипсиса, улучшенных и более проработанных. Почему данные часы названы часами Апокалипсиса? Потому что они на Потому что они на иенках, на газоразрядных лампах и шаговых искателях. И в случае по пришествии апокалипсиса, если даже вся электроника сгорит, шаговые искатели останутся в текущем положении. И археологи будущего, откопав их, могут понять, как случился апокалипсис. Принцип работы данных часов основан на коммутации контактов газоразрядных ламп с помощью шаговых искателей. Шаговые искатели, подобные шаговые искатели применяются в декартно-шаговых АТС, но они более здоровые. На чем основан принцип работы шагового искателя? У него есть кроповой механизм и электромагнит, и он соединяет один контакт основной с этими ламелями. То есть, подавая короткий импульс, он перескакивает на один контакт. Так что, имея тактовый импульс минутный, мы можем коммутировать лампы. Чем отличается данная версия от предыдущей? Тем, что на первой версии использовался тактовый генератор временных импульсов на основе ESP32. Он был спрятан в блок питания. То есть это, скажем, это вторичные часы, им нужен синхроимпульс. Здесь мы пошли дальше. Мы взяли эталон частоты от радиорелейки, основанный на рубидиевых атомных часах. Он 10-мегагерцовый, дает погрешность 1 секунда в 10 миллиардов лет, вроде бы. Вот. Мы купили на eBay, вроде живой рабочий, 100 баксов стоит. Как бы поделили его частоту до килогерцев вроде бы. Потом с помощью счетных водородных декатронов делим частоту на 10, коммутируем игнитроном, делим еще на 10, коммутируем, делим еще на 10 и потом делим на 6. Получаем минутный импульс. Для чего все это сделано? Ну, скажем так, данные часы это предмет инженерного искусства в жанре технопорно. Потому что можем, потому что хотим. У данных часов очень хорошая точность, они выглядят красиво, звук вообще потрясающий, вообще мне нравится. И вот эти вот декатроны не просто так, как их любят запускать, они реально работают в делителе. Лампы похожи на советские N18T, но намного большего размера. Прототипом для этой лампы служила чешская лампа 60-70-х годов, и один человек из Чехии прям заново открыл их производство, ссылка на его сайт будет в описании, очень красивые часы делает. Правда, цена у них приличная, по 150 евро за штуку, но они того стоят, они просто красивые. Так, что я дальше-то говорю? Подстройка времени на данных часов происходит двумя кнопками, часы и минуты. Вот этой кнопкой мы минуты регулируем, а этой часы. Почему, вы спросите, почему так много шаговых искателей? Два из них служат для режима антиотравления. Потому что если на иенках будут одни цифры долго гореть, будет происходить отравление катода, а чтобы оно не происходило, надо пролистывать все цифры. И по истечению 10 минут система прогоняет все цифры по кругу. Этого достаточно. А идея данных часов моя, но собирали мои белорусские друзья. Они очень постарались, тут очень сложно их было собирать и особенно настраивать. Вся коммутация здесь сделана на проводах, все красиво уложено, все по красоте на разъемчиках. Вот, за что им отдельное спасибо. Данные часы состоят из двух блоков. Блок коммутации лампы рассматривали, я вам показывал. Давайте откроем, посмотрим, что же внутри этого блока. Здесь вот такая красота. Что мы видим внутри? Генератор эталона частоты в 10 МГц, основанных на рубидиевых атомных часах. Потом там есть электронные делители, потом пошли делители на счетных декатронах. Вот их здесь 4 штуки, которые коммутируются через игнитрон. Декатроны используются вот такие вот. ОГ-3, вот это, например, 1978 года, это водородный счетный декатрон, до сих пор еще можно купить на Авито, стоит недорого. Игнитроны используются вот такие маленькие, приятненькие, аж 1986 года. Собственно, что здесь еще есть? Есть всякая обвязка, тут релюха еще есть и импульсные блоки питания. Вначале у нас были на трансформаторах, но когда напряжение сети плавает, то с этим сложно работать. Вот, решили так сделать. Итак, господа, надеюсь, мои часы апокалипсиса вам понравились. Кому интересна схему данных часов, вы можете найти в описании к роликам. Также, если у кого-то возникли вопросы по схемотехнике работы часов и т.д., задавайте вопросы в комментариях. Подписывайтесь на канал, поделитесь лайками. Всего хорошего, пока.